Ты что-то про подсказку говорил. Нет. Сначала скажи, ты был прав, Джон, а я дурачок. Ах ты, зараза! Ты был прав? Ваша церковь вам врет! Господи, он правда это сказал. Один ворон показал мне первую версию истории Архея. И в проповедях церкви нет и половины той информации, которая была в той книге. Прошу... Это что еще за шум? О да, огромная история зарождения багряников. Предыдущая серия не просто крутая, она богобагрянная, черт возьми. Раса, рождаемая в коконах и буквально выгрызающая себе путь к жизни. И Марк у нас оказывается немножко расовый уродец. Вообще напомню, что Каркарыч нам также подарил какой-то фонтан. Что это такое, догадался GDH, но не догадались мы, зрители. Да и Лолошка тоже. Надеюсь, сегодня узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором все хорошо. Багряник, который делится своей историей, Невер, который дарит непонятный фонтан, способный чем-то там якобы помочь, и даже Альфред, у которого спадает жар и заражение неожиданно замедляется. Казалось бы, круто, но алхимик Беренгарий говорит, что у него от этого замедленного заражения какое-то нехорошее предчувствие. И честно признаться, я ему верю. Мы уже видели, что происходит с существами, которые полностью достигают пика заражения. Они испаряются. Так, сразу, заранее немного инвентарь почистили, и прямо сейчас я вижу, как Невер и GDH о чем-то болтают. Это надо, кстати, узнать, как продвигаются дела у того Инквизитора. Что он все-таки надумал? Будет ли готов помогать, и, может быть, у него есть чем поделиться? Любая информация может быть полезна. К тому же, что-то мне подсказывает, что даже если он решился помогать мне, в одиночку он точно не управится. Надеюсь, он никому не проболтался. Нельзя помогать делу, будучи сожженным на костре. Интересно, смогу ли я убедить еще кого-то в том, что грядет нападение на город? Спрошу мнение остальных. Коллективный мозгоштурм эффективнее одиночного. Да. Ну, в целом я как раз таки Вот сюда и именно шел. поэтому, Ребят. Джон, я тебе никакой не друг. Ну, может быть, тогда товарищ? Нет. У меня ни друзей, ни товарищей. Нет, нет, нет. Я птица гордая и одинокая. Ну и ладно. Воу-воу, ребят, привет. Вы что, общаетесь без ругани? Да я сам удивлен. У меня просто настроение хорошее. О, хорошее? Подумать только, Невер. Кар. Ладно, прости. Вообще, я поговорить пришел. И о чем же? В общем, чисто гипотетически, если я захочу, скажем, переубедить вас в том, во что вы верили всю свою жизнь, то как лучше всего это сделать? Если бы я верил во что-то всю свою жизнь, я бы Короче, никогда не... в большинстве подобных случаев, Лолошка, человек будет пытаться достичь состояния когнитивного консонанса, и твои попытки его переубедить с большей долей вероятности не увенчаются особым успехом. Но если мы говорим о попытке переубедить именно меня, то... Эй, Джон, я вообще-то говорил. Ну, и что? И то, перебивать некультурно. Ой, знаешь ли, быть ворчащей старой птицей тоже немного некультурно. Да, что за... Кар, ты меня еще и передразниваешь. Пророжка, убери этого от меня, убери его. Иначе мои перья скоро поседеют, а я не хочу быть белым вороном. Ну что? Что я сказал смешного? Ну, будешь у нас тут настоящей белой вороной. Это невыносимо. Ребят, вы закончили. Кстати, нет. Кстати, да. Так, нет, вы не поняли. Это был не вопрос. Ты погляди-ка. Какая злая муха укусила этого добряка. В этот раз я скажу прямо. Вы злоупотребляете моим гостеприимством. Особенно ты, Джон. А что это сразу я-то, а? Ты умудрился перессориться со всеми, кто здесь живет. А вот и неправда, Лолошка. Ох, не люблю я, когда люди гиперболизируют, чтобы доказать свою точку зрения. Это, знаешь ли,
снижают цену их аргумента. О, с тобой совершенно невозможно разговаривать, Джон. А вот и опять же, неправда. О, боже. Лолошка, я как никто другой понимаю твою позицию. Надеюсь, ты понимаешь мою. Понимаешь, что относиться иначе к этому я не буду. Да, я понял тебя, Невер. Я и не прошу. И о чем тогда весь этот сыр-бор? О том, Джон, что если Неверу хочется поболтать, то пусть он прекращает делать вид страдальца. Я это имел в виду. Ай да Лололошка, ну наконец-то хоть кто-то ему об этом сказал. Меня-то он не слушает. Но я не хочу ни с кем разговаривать. Невер, прошу тебя, не обманывай. Если бы ты не хотел, то не торчал бы все это время около Скинта. И сделал бы, я не знаю, в своем домике какую-нибудь дверь, как у всех остальных. Я уже говорил, что никто не станет думать о тебе хуже, если ты признаешься, что тебе нравится общаться с другими. С меня хватит. Я ухожу. Это несправедливо. Это просто ужасное отношение. Юродивые. О, бедняга. Какой же он ранимый. Ну, знаешь ли, это могло закончиться хуже. Воу-воу, что-то происходит-то? Лолошка, с каких пор ты начал показывать зубки, а? О, Джон, отстань от меня с Ну этими... так, а может ты перестанешь Вот и... именно, Джон. Может, ты перестанешь добавлять мне работы, а? О-хо-хо-хо. Да ладно, все, не порти себе настроение. Ну нет, это ты портишь его здесь всем. Как заговорил-то, а? И что, даже тебе? Сейчас? Да. А вот это, знаешь ли, плохой знак. Да, я это уже слышал. Я прочитал бы тебе нотацию о токсичном поведении, но сейчас мне не до этого, прошу. Ух ты, нотацию! Мне? И какое же дело отвлекай тебя от этой нотации, Лолошка? Или мне из тебя все щипцами вытаскивать? Бла-бла-бла, все еще пытаешься играть в команду, да? Да ладно тебе, неплохо же выходит. Короче, Лолошка, рассказывай уже. Ладно. Я хочу попробовать поговорить с жителями города. Одного инквизитора мало. Всем этим людям и нелюдям нужно объединиться и готовиться к нападению, которое... Стой, подожди. Какого еще инквизитора, Лолошка? Вот с этого момента прошу тебя поподробнее. Ну там особо нечего рассказывать. Я просто перекинулся парой слов с одним из инквизиторов о том, что грядет нападение на Эшхолд. Он пообещал, что подумает над моими словами. И, возможно, даже поможет. Лолошка, и ты правда в это веришь? Во что верю? Да в то, что у тебя получится. Что один разговор с инквизитором настолько тебя воодушевил, что теперь тебе все по плечу. Нет, Джон, я не это имел в виду. Быть может, я не такой гениальный, как ты, но... Ой, погоди, ты еще сомневаешься? Но все-таки я далеко не глупый. Ну и ну. Уже жду, когда ты прибежишь плакаться. Не мне, так хотя бы Неверу. Или еще кому-нибудь. Они меня не послушали, а я так пытался. Бедный я. Джон, я никогда так никому не говорил. Ну, это тебе так кажется. Короче, я устал. Если у тебя нет других приложений, как спасти город, просто отвали от меня. Тут, какой злодей, а? Не понимаю, зачем вообще кого-то спасать? Просто замечательно, черт возьми. Ничего толкового не услышал, только время потратил. Невера пока что лучше не трогать, а то еще заклюет. Ладно, с кем можно поговорить? Так, слушайте, у меня такое ощущение, что какой-то Лолошка нервный становится, когда рядом Джон. Вот это прям ощущается. Так, давайте, допустим, с Багряником. О, поговорить? Я сейчас не в настроении. Мне нужно подумать о своем. Поговорим позже, Лолошка. Ага. И о чем же ты, интересно, думаешь? Еще. Вот кто-кто, а Марк, он бы мог помочь с моим вопросом. Но доставать его сейчас точно не лучшее решение. Так, ладно, я понял. У него в целом торговля все такая же, скидок никаких не появилось. Немножко обидно, конечно. Но, да, с предыдущей серии, когда Багряник со мной поделился, и я его за это не осудил. Ну, то есть, я не осудил его за то, что он, скажем так, неправильный Багряник. Видимо, после этого у него появилось некое переосмысление. Геймлин, у тебя как оно? Поговорить? Что? О, Лолошка, здорово! Привет. Стукнуть кулачком. Вот это по-нашенски. Ты чё, по делу какому-нибудь или так заскочить? Да, на самом деле по делу, Гимлин. Ну, давай, рассказывай.
Спасибо. Слушай, вот чисто гипотетически, Гимлин, предположим, тебя кто-то пытается переубедить в чем-то, во что ты всю жизнь веришь. Как бы это можно было сделать, а? Странно, ну, слушай, смотря в чем переубеждать. Если ты мне начнешь какие-то сказки рассказывать, что там, не знаю, например, трава голубая, а вода какая-нибудь черная, то, ну, ясен красен, я тебе не поверю. Даже если ты будешь очень убедительным. А ежели мы про, ну, не знаю, что-нибудь такое спорное, то тут все от аргументов зависит твоих и слов правильных. Ты сам знаешь, ко всем свой подход нужен. Ребенку нужно объяснять все детскими словечками. А если ты ко взрослому с такой манерой ты подойдешь, он тебе сразу в шею прогонит. Слушать не станет, так еще и оскорбится. Это справедливо, Гимлин. Хотя и очевидно. Ладно, спасибо. Да не за что. Вообще, спасибо, это действительно очевидные слова, но мне это все равно помогает. Знаете почему? Мне нужно правильно подбирать слова. А так как в этом сезоне есть выбор, ну, в любом сезоне есть выбор, когда у нас вот просто есть какой-то диалог, и мы выбираем среди нужных слов, скорее всего, здесь мне нужно будет прям четко выбирать какие-то вещи. Меня, скажем так, подготавливают. Так, я, наверное, не пойду к Беренгарию, он не самый лучший советчик, но вот проведать Альфреда стоит. Ну, да, ладно, Беренгарий, чё, как оно? Поговорить? О, здравствуй. Я вот не отхожу от него почти. Боюсь чего пропустить. Спасибо тебе, Беренгарий. Ты правда делаешь многое. Да что уж ты, мне не сложно. Мои травки, конечно, совсем не могут его излечить, но буду делать все возможное. Да, спасибо еще раз. Ты только не перенапрягайся. Не хватало нам еще одного заболевшего. Да ты ж чего, не переживай, Лолошка. Я в полном порядке, правда. И отдыхать тоже успеваю. Да и чего тут работать-то? Сижу просто вот, наблюдаю. Никакого переутомления. Ой. Сижу. Да, надеюсь, Альфреду станет получше. Если бы я только знал о заражении больше. Одно можно сказать точно. Если у меня не выйдет переубедить горожан, таких пострадавших, как Альфред, станет куда больше. Нельзя этого допустить. Нельзя. Задание спасти утопающего обновлено. Так, а ну-ка, давай-ка сразу прочитаем. Боюсь, одного разговора с Инквизитором было недостаточно. Я уже выяснил, что пропавшие монстры не более чем затишье перед бурей. Надо поторопиться и подготовить как можно больше людей к... битве? Обороне? А если обороне, то как обороняться-то? Так, ладно, стратегия потом. Сейчас главное достучаться до горожан. Так, найти способ донести правду. Ну, чё, Лолошка в целом может. Он всегда доносит правду. Он такой молодец, красавчик. Но перед этим я забыл по тыковке ударить. Сейчас быстренько это сделаем. Здравствуйте. Опа! Сюда, немножечко дали спарков, спасибо. Ну и, кстати, заранее руду заберем. Приветствуем. Здесь прокопаем. Уберем. И, скорее всего, в Эшхолд пойдем. О, погоди, желание. Новенькое что-нибудь появилось? Нет, все то же самое, повышение уровня. Я чисто теоретически, если сегодня найду монстров, если кого-то найду, то есть с кого можно будет фармить спарки, прокачаю силу до 16. Сколько? То есть, погоди, с 18 уровня по 19 стоит уже 2700, потом 2900, и потом 3200. Обалдеть, с каждым разом реально так дорого и дорого. Ну, как говорится, мы еще успеем, это правда. Где тут у нас Эшхолд? Переместиться. И вновь здравствуйте. Так, ну давайте думать, догадать, с кем бы нам поболтать. Горожане, кто-нибудь. О, девушка. Вы что, смелая самая здесь? Одна единственная стоит. Чего тебе? Здравствуйте, я хотел узнать, Я что... занята. Иди отсюда. Давай, проваливай. Ага. Так. Что-то как-то не получилось, как будто переубедить. Может быть, кто-нибудь еще? Погоди, стоп, я знаю. Помните кузнец, которому мы помогли? Там дворф. Эй, кузнец? Кузнец? Так, здесь не пройти. Нет, кузнеца никакого нет. Стоп, а это кто? Крыса! Что за... Воу! Чумная крыса, у нее маска чумы. Я уже заметил то, что в этом сезоне постоянно везде разбросаны крысы. Я прям четко понимаю, что это не просто так. Одна крыса здесь, другая крыса на площади. Давай, кстати, мы сейчас даже это узнаем. Мы туда подойдем и проверим. Эй, крыса, ты все еще там сидишь?
Да, вон она маленькая. И у каждой крыски свой головной убор. Вот что я заметил. Так, ладненько, мне в любом случае нужны какие-то О, Реджи. Тот самый стражник. Не-не-не-не-не, убеждать этого в чем-то определенно плохая затея. Мне стоит поговорить с кем-то более... позитивно настроенным, что ли? Где бы еще кого-то такого отыскать? Или такую? Ну, нифига себе запросы. Я уже даже подумал реально, что мы будем переубеждать Реджи. Я думаю, то, что нам нужно найти кого-то, кого мы знаем. Кого знает именно Лолошка. Здесь никого. Так, ворота закрыты. Ну ладно, надо искать. Опа-на! Здравствуйте. А это тот самый инквизитор, который поверил нам, да? Привет. Ну с этим я уже разговаривал. Хотя вдруг он мне что-то посоветует. А вот это действительно правда. Может быть и посоветует. Поговорить? Снова ты? Ты чего-то хотел? Да, поговорить. Ты подумал над моими словами? Ой, да, подумал. Так, и как оно? Ну, ты же помнишь, что я тебе в прошлый раз рассказывал? Все стало только страшнее. Я не знаю, нужны ли тебе подробности, но... думаю, не нужны. Главное, что я принял решение довериться тебе. О, это радует. И как продвигается подготовка к нападению? Да, чё тут, не могу сказать, что успешно. Искать тех, кто сомневается в церкви, как-то, знаешь ли, тяжеловато. Ой. Жители почти не высовываются из домов. Заметил, как пусто стало, а? Ну знаешь, в Эшелде как будто всегда было пусто. Это правда. Но теперь еще хуже стало. За любой косой взгляд же казнить могут. Вот и боятся все. А деяний моих боятся. Меня как видят, что я поговорить к ним иду, сразу как-то, ну, ретировываются. Короче, сбегают они. А если кто и остается на разговор, так это те, кто считает, что им бояться нечего. А с такими особенно осторожными надо быть. Ежели не то сам ляпну, первым сожгут на всеобщую потеху. Ой. Вот если бы кто за меня выступил перед людьми, а я бы там, не знаю, народ собрал, было бы как-то попроще. О, погоди, точно! То есть хочешь сказать, что ты справишься? Да, с чем? Ну, сбором людей. Ты же сам сказал, тебя пугаются. Ну да, сказал. Ну тогда давай, иди, собирай. Если что, буду говорить я. В случае чего смогу убежать. Только на всякий случай, семье своей скажи в хижине охотников быть, за стеной. Чтобы если все будет плохо и на тебя подозрение падет, им ничего не угрожало. Монстров там сейчас нет, так что безопаснее скорее там, нежели в городе. Ну хорошо. Годрик. О, твое имя Годрик, пожать руку. Знаешь, это немного странно. Что странно? Да просто столько раз пересекались ведь, а нормально так и не представился тебе. Так, короче, будь на главной площади через... Киав. Киав. Я забыл, итак, подведем итоги. Разговор с Джоном, ничего дельного. Разговор с Гимлином, тоже ничего дельного. С Невером и с Марком я вовсе ничего не обсудил. А разговор с Годриком... Не то, чтобы он дал мне какую-то информацию или что-то конкретное, за что можно зацепиться, зато он мне дал шанс донести хотя бы часть правды. Не знаю, поверят ли мне, но попытка лучше бездействия. Жаль только, что я далеко не такой специалист в ораторском искусстве, как хотелось бы. Но ничего, буду импровизировать. Что-то мне подсказывает, что это не первый раз. Это правда. Ты столько раз уже переубеждал людей, все нормально, все будет чики-пуки. Все, как говорится, чики-бомбони, если правильно делать выбор. Говорю сразу, я не знаю, что такое Киа... Подожди. Все? Уже прошло время? Я думал, что надо было, типа, очень много подождать. А сколько Киав, ребят, сколько длится Киав? Я сейчас специально пересмотрю серию, погодите. Киав 14 минут. Вот что нам говорил Джон. Ребятушки, я оратор. Я поболтать пришел, собственно. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую. Так, мне, наверное, инквизитор нужен, да? О, вон он. Инквизитор. Поговорить? Ну что, готов? Да, конечно. Как говорится, буду начинать. Мне нужно еще немного времени. Знаешь, я передумал. Ну, да, буду начинать. Ну, начинаем тогда.
Пошел. Наш Лолошка, который умеет разговаривать. Или не умеет, я что-то так сам и не... Жители Эшхолда! Ну, я ему и говорю, что... А? Еще раз здравствуйте, у меня тут выбор появился. Блин, я ненавижу, когда что-то очень важное требует моих каких-то умственных усилий. Это вот помните, Гимлин сказал, что очень важен подход. Так, рассказать про ложь церкви, рассказать про Годрика, рассказать про нападение на Эшхолд. Господа, дамы, на Эшхолд готовится масштабное нападение, которое... Чего? Какое еще нападение? Монстров, воплощенных. Да, какие монстры? Их уже Карасы 4 никто возле стен не видел. Да, именно, я про это же. Их количество резко сократилось. Думаете, это во благо? Думаете, близится очищение? Да, Конечно, конечно, очищение. очищение. Нет, господа, дамы, они собираются в армию. Бредни какие, где доказательства? Пропажа монстров, чем это не доказательство? Ты что, с ума сошел? Пропажа воплощенных, доказательства обратному. Ну, вообще, кстати, я, честно, с ней бы согласился. Типа, если монстры уходят, и ты как бы дополнительной информации не знаешь, что ты первое подумаешь? Ну, значит, все нормально. Так что, наверное, я бы с ней согласился, но рассказать о битве в Шахтерском пределе. Доказать, что воплощенные не пропадали раньше. Так, подожди, рассказать о битве в Шахтерском пределе, это что? О том, как монстрами управляли, да? С другой стороны, вот доказать, что воплощенные не пропадали раньше, каким образом? Давайте рассказать о битве в Шахтерском пределе. Недавно на Шахтерский предел тоже была подобная атака. Ну, кстати, да. Вообще-то реально было что-то такое. Еще один. Ты туда же. Так, понятно, они, кажется, не то чтобы верят. Рассказать про нашу с Джоном миссию. Рассказать про странный голос. Рассказать про ложь церкви. Блин, тут оба варианта, точнее, все варианты, они какие-то прям не очень. Рассказать про нашу с Джоном миссию — это полный отстой, потому что никто не знает, кто такой Джон. Рассказать про странный голос. Это... Ну, не знаю, это как будто тоже связано со мной и Джоном. А вот про ложь церкви здесь много кто может в целом за это зацепиться. Поэтому, да, рассказать про ложь. Ваша церковь вам врет. Господи, он что это сказал? Да, послушайте, я знаю, вы не поверите мне просто так. Я знаю, что звучу для вас неправильно. Но вы разве никогда не задавались вопросами? Никогда не находили несоответствий? История церкви по-настоящему огромна. Но знали ли вы, что то, что вы зовете воплощением, на деле заражение? Мутация, осквернение. Синонимов придумать можно много. Все с чего-то начинается. Начиналась и церковь. Что? Но церковь была всегда. Не верю. Нет, это ложь. Ложь, которую вам умело преподнесли. То, что вы зовете скинтом, на деле его зараженная версия. Неправильная, нечистая. Посмотрите на зараженных. Выглядят ли они счастливыми, а? Выглядят ли они радостными? Да нет, конечно. Мой друг прямо сейчас мучается на моих глазах. Заражение меняет его, убивает в нем личность. Разве таким должно быть очищение? Разве стали бы воплощенные бездумно нападать на всех вокруг, если бы были счастливы? Кстати, В этом что-то дело есть. говорит. Да, друзья, я видел подлинную историю. Один ворон показал мне первую версию истории Архея. И в проповедях церкви нет и половины той информации, которая была в той книге. Прошу. Это что еще за шум? Ха-ха-ха. Я не говорил ничего смешного, кардинал. Я не с тебя смеюсь, еретик. Я с вас всех. Неужели слова этого еретика действительно заставили вас задуматься? Как вы могли позволить себе усомниться в церкви и в наших догмах? Но в его словах была логика. Молчать! Ну разве вы этого не видите? Посмотрите, этот чужак появился здесь совсем недавно. Он еретик! Еретик, который пытается за красивыми словами скрыть свое богохульство. Разве не учил нас отец сопротивляться? Сопротивляться пагубной болтовне? Я вас спрашиваю, вам не стыдно? К тому же птичий род всегда был противником церкви, противником отца и очищения. Сейчас с вами манипулируют, пытаются заставить поверить в глупости. А вы рады этому? Мне что, приказать сжечь вас всех?
Или дать вам шанс? Нужны ли отцу такие сторонники, которые могут разувериться в нем от одной лишь речи? У вас есть половина Киафа разойтись по домам. Каждого, кто останется, я лично объявляю еретиком. Я хочу жить, пожалуйста. Бегите, бегите! А ты... Ты мне сразу не понравился. Луки пытался убедить меня дать тебе шанс, но... Я ему хоть и верил. К чему это привело? Пригрели предателя прямо на груди. Взять его! Ой, Лолошка, беги, ты же можешь, да? У тебя же кристальчик, я правильно понимаю? Подожди, куда ты? Ты, подожди, используй кристалл, что ты делаешь? Эй, пс, сюда! Сюда! Садыка, что? Тупая кардиналья курица. Если бы он не вмешался, часть из них бы уже прислушалась точно. Но неужели Джон был прав и все бесполезно? Все полезно, Лолошка, все нормально. Думай позитивно, черт возьми. Эй, ты чё творишь-то? На церковников полез совсем, что ли? Получается, мне только показалось, что ты умный. Прости? Ты, походу, меня с кем-то путаешь. Вернее, не с кем-то, а с Джоном. Да? Подожди, а ты не Джон? Нет, я не Джон. А выглядишь как Джон? Да, знаешь, это долгая история. Я Лолошка чужак! Воу. Тише, тише. Если ты в хороших отношениях с Джоном, то со мной тоже можно так же. Я бы даже сказал, я поприятнее, чем он буду. Не сильно-то высокую планку тебе придется перепрыгнуть. Да нет же, смотри, я даже не буду доставать свое оружие. Вот. Я знаю, что вы с Джоном маги. Я слежу за твоими руками. Да нет же, я не маг. Точнее, маг, но я не дерусь магией. У меня меч крутой. Могу, кстати, показать. Выглядите один в один, а говорите вообще по-разному. Садыка. Здравствуй, Садыка, рад знакомству. И, кстати, спасибо за помощь. Не за что. Но ты бы не лез так больше. Они же полоумные там все. Правда думал, что поверят? Слыхала я твою речь. Может, и дело говоришь, да только одними словами тут не помочь. Тебе бы факты. О, подожди, то есть ты тоже против церкви? Конечно. Думаешь, стала бы я по канализациям прятаться, если бы в это фуфло верила? Так, а вот с этого момента поподробнее. Много еще таких, кто против церкви? Не знаю. Мы же прячемся. Нет у нас возможности на лбу себе написать «Я против церкви». А вы? Да. Многие только делают вид, что верят, а дома между собой обсуждают. Кто-то ведь даже на проповеди их ходит. Как таких вычислить, а? Но знакомство все равно есть, конечно. Я знаю нескольких. А эти несколько знают еще нескольких. И так далее. А ведь тех, кто уже настроен против церкви, убедить будет явно проще. Я не опущу руки, пока есть хоть какая-то надежда. Слушай, да, прости, у меня к тебе есть кое-какая просьба. Какая просьба? Еще нормально не познакомились? А ты уже с просьбами обращаешься? Да, я просто не успел толком рассказать на площади. На город готовится нападение. Не спрашивай, откуда я это знаю, прошу. Я хочу защитить жителей, иначе город падет. Ты можешь собрать всех, кого знаешь? Я не очень хороший переговорщик, но попробую. Если что, попрошу Саймана. Саймана? Угу. Друг мой. Эшхелд мой родной город. И пусть я сейчас живу в канализации, он мне дорог. Я расскажу всем, кого знаю, что планируется нападение. Скажу быть готовыми. Таки быть, попробую выполнить твою просьбу, но на многое не рассчитывай. Ладно, хорошо. Хотя бы так. Спасибо тебе. Да. А когда нападение-то хотя бы будет? Вот этого я не знаю. Знаю только то, что скоро. Так я и думала. Передавай привет Джону. А вообще ты действительно приятнее в общении, чем он. Хе-хе-хе. Хоть и глупее, раз полез толкать речи против церкви на площади. Бывай.
Ага. Блин, круто! Я рад, что Джон очень похож на меня. Это, наверное, тот самый момент, когда это меня скорее прям жестко выручило. Так. В итоге я могу наконец-то теперь как Лолошка здесь бывать, да? Не поговорим. А Сайман, что насчет Саймана? Напомню, Сайман это тот самый... как это сказать, контрабандист, который продает какие-то вещи. Получается, мы знаем, что есть те, кто не верят церкви. Но это, знаете, это было очевидно. Типа, это до этого только самый глупый человек в мире мог не догадаться. По-любому есть те, кто не верят. И мне сейчас как раз-таки эти люди нужны, потому что на них, скорее всего, не подействует вот этот вот выкрик кардинала. Типа, а ну все по домам, разбегайтесь. Так, ладно, наверное, надо вернуться, потому что подниматься в город я явно не хочу. И... Здравствуйте! Так, меня никто не ждет? Ух ты! Меня... Правда никто не ждет? Окей. Обычно с кем-то можно было бы сразу поговорить. Так, Гимлин там что-то мастерит. Здесь у нас действительно наблюдение. Ничего нового не появилось. Ладно. Вопрос. Могу ли я обсудить свою вылазку с Джоном? О, привет, Жидеич. Да, привет. Ну как оно? Получилось? А тебе какая разница? А я говорил. Не вышло, да? Ладно. Не всем же быть такими умными, как я, верно? Хочешь подсказочку дам? Джон, не будь таким самоуверенным. Кто тебе сказал, что у меня ничего не получилось? Не понял? А что, я не прав? Садыка передавала тебе привет. То есть это твоя команда по спасению Эшхолда, да? Да за спиной этой девчонки старик Сайман, который всю битву проспит. Да мальчишка на побегушках. С такой армией ты точно всех разгромишь, будь уверен. Ладно. Ты что-то про подсказку говорил. Нет. Сначала скажи, ты был прав, Джон, а я дурачок. Ты что, надо мной издеваешься сейчас? Ну нет, конечно, что ты. Лучший способ запомнить какую-то информацию — произнести ее вслух. Я тебя обучаю, Лолошка. Ну же, говори. Ах ты, зараза! Ты был прав, Джон, а я дурачок. Ну ты тварь. Ну ничего, тебе это еще аукнется. Ладно, подсказку можно. Ты был прав, Джон, а я дурачок. Тварь. Все так. Подсказка, Джон. Да, точно. Как и обещал, да. Давай. У тебя есть живое доказательство того, что их вера — сказки. Все. Попробуй поговорить с ним, когда он будет в хорошем настроении. Если вытащишь его и дашь рассказать свою историю, то может быть, только может быть, тебе поверят. Но опять же, я ничего не гарантирую. Удачи. Кстати, вот вроде мое приключение не было абсолютным провалом, но Джон, он заставляет меня чувствовать, как будто было. Чувствую себя очень злым. Ой, как же меня бесит эти никчемные глупые горожане. Какие же они ведомые и запуганные. Ладно, надо отвлечься и отдохнуть. То есть все-таки Лолошка это действительно злит. Я знаете, что заметил? То есть это уже не первая серия такая, но Лолошка, когда рядом с Джоном, вот заметьте, только тогда, когда рядом с Джоном, он злой. У меня начинает складываться ощущение, что это не просто так, и это как-то будет обыграно сюжетом. Давайте так, я в это уже начинаю свято верить, потому что это начинает показывать слишком интенсивно. Я понимаю, что у Джона тоже все не просто так. Джон тоже бесится, потому что когда мы играем за него, он тоже злой. Потому что, во-первых, он тоже многое не понимает, но делает вид, что понимает, и типа отыгрывается на Лолошке, и при этом, напомню, он все еще теряет силы. Следовательно, Джон скрывает, что злой, Лолошка, ну, он как бы тоже скрывает, потому что это его мысли, тоже отыгрывается на Джоне. Оба злятся друг на друга. Джон это делает типа саркастично, а Лолошка, ну, в открытую, просто в открытую. Рано или поздно между нами произойдет буря, искра, безумие. Иначе у меня нет объяснения. Ай, так, короче, он явно говорил про Невера. Типа, если Невер расскажет свою историю о том, как он был воплощенным и развоплотился, то, возможно, мне поверят. Мне, кстати, знаете, что интересно проверить? Помните, я сказал Инквизитору, чтобы он всю свою семью взял в хижину охотников. Насколько проработана деталь? Могу ли я чисто прийти и такой увидеть здесь какую-нибудь семейку? Я сразу об этом подумал. И в итоге... Реально. Прикольно. Я, честно говоря, я думал, что я никого не увижу. Ой. Простите. Подожди, если я снова подойду... Прошу, не убивайте. Прости, ладно.
До свидания, видимо. Не буду вас беспокоить, сидите. Короче, мне дали кое-какую подсказку про монстров. Типа, да, они где-то собираются, но при всем при этом еще не все собраны. Ну, типа с намеком на то, что каких-то монстров я все равно еще могу найти. Я помню, вот здесь была толпа. Ну-ка. И... толпа, пожалуйста. Нет. Поэтому, скорее всего, пока что довольствуемся вот этим. 22 тысячи. Тратить их на уровень я пока не буду. Мало ли что-то надо будет купить сюжетное. Я, как бы, не дурачок брать и тратить все подчистую. Но напомню, мне надо поговорить с Невером. Надо как-то вызволить его отсюда. Впервые, начиная с первой серии, а это уже 27-я серия, Невер выйдет из этого сонного измерения. Обалдеть. По крайней мере, я сам на это надеюсь. Может быть и не выйдет, но мы попробуем уговорить. Точно так же, как не забуду уговорить вас подписаться и поставить лайк. Пожалуйста, не забывайте то, что все ваши клики на лайки, подписки, колокольчики, комментарии, все это позволяет постепенно восстанавливать алгоритмы Ютуба. Я очень часто говорю про эти алгоритмы, но это правда. Любой ютубер, который видит эту самую статистику у себя, подтвердит. Она сломалась. Алгоритмы просто после замедления нормально не работают. Сейчас они работают нормально только у тех, кто подписан на каналы, которые смотрят. И вот там все окей. Иногда они более-менее работают у тех, кто не зарегистрирован, но они чаще ломаются, нежели нет. Я, как бы, понятно, я сейчас не буду об этом прям долго распинаться, но я правда надеюсь, что вы просто мне поверите и поддержите канал. Спасибо. На этом я действительно буду постепенно заканчивать. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Невер, которого надо вызволить, чтобы мне поверили. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.